Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, кандидат биологических наук, а вы на моем канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня я буду говорить о том, почему мир может быть враждебен по отношению к нам, как с этим жить и что с этим делать. В конце я предложу вам гениальную практику от Екатерины Сокальской, которую я увидела в ее лекции на YouTube. Вы можете поискать ее выступления, ее лекции. Уверена, они вам понравятся, хотя, конечно, рассчитаны они в первую очередь на специалистов-психологов. Или не только в первую очередь, в принципе, на специалистов-психологов. Неважно, ищите, если вам интересно. Так вот, враждебный мир. Люди с РПП обычно живут в мире, который является для них враждебным. Почему? Потому что люди с РПП – это травмированные люди. Травмированные люди – это люди, с которыми произошло что-то по-настоящему плохое. По-настоящему плохое. И, конечно, когда вы живете в мире, который причинил вам зло или который очень сильно вас напугал, а люди с РПП все-таки, вот надо оговориться, это люди, которые либо поняли, в том смысле, что ребенок рождается, не понимая, какой мир его окружает, и он в процессе жизни разбирается, куда он как бы родился. Тут все хорошо, или тут все плохо, или тут саблезубые тигры, или здесь злые люди, или здесь добрые люди, может, здесь идет война. То есть он рождается и понимает как бы по ходу дела. И некоторые вырастают в добром и приятном мире, а некоторые во враждебном мире. И вот люди с РПП, будучи людьми травмированными, либо испуганными миром, мир может причинить вам зло, а может очень сильно напугать. Причем такие люди, испуганные миром, встречаются среди людей с анорексией. То есть булимики и люди с компульсивным перееданием – это в основном люди травмированные. Причем травмы у них разные. У людей с эмоциональные и физические, то есть это может быть физическое насилие или эмоциональное насилие, критика, например, обзывательства, крики, ругань, унижение, какие-то бесконечные уничижительные комментарии, обесценивание. Главное, чтобы этого было много, там не разово и неизвестно от кого, а много и от какого-то человека, чье мнение для вас значимо. Или это физическое насилие, там, избиение, толчки, это может быть буллинг в школе, это может быть сексуальное или сексуализированное насилие и так далее. Это одна группа людей с РПП. Вторая группа, как я уже сказала, преимущественно среди анорексиков, это люди, с которыми вроде бы как ничего по-настоящему плохого не происходило. Но они росли в семьях, где их очень сильно опекали и где либо очень сильно опекали, такие тревожные родители, гиперопекающие родители, такие очень-очень заботливые родители, очень-очень любящие. Либо на них были прям планы какие-то на этих детей, то есть эти дети родились и им сообщили сразу, что ты такой талантливый, ты такой молодец, ты такой умный, у нас от тебя большие ожидания. Мы ждем, что ты там добьешься успеха, ты все можешь, тебе все двери открыты, посмотри, мы создали тебе все условия. И вот эти дети из таких семей, где их очень-очень опекают или где от них есть ожидания, они смотрят на мир и такие думают: ой-ой-ой, не справлюсь. Слишком сложно, слишком страшно, какая-то конкуренция, все что-то от меня хотят, все другие тоже вполне себе такие на попе не сидят ровно, тоже что-то суетятся, не-не-не, все, не справлюсь, я в домике, все, верните меня назад, родите меня обратно, не хочу вообще здесь быть. И уходят в анорексию, то есть очень-очень испуганные. Так вот, когда вы живете, когда с вами произошло что-то плохое, или когда вы очень напуганы миром, тяжело верить, что мир добрый и хороший, потому что он уже, как я сказала, причинил вам зло. Человек после того, как с ним происходит травма, случается травма, он делает два основных вывода. Мир враждебный, мир плохой, мир злой. И люди в этом мире враждебные, они плохие и они злые. И дальше вы живете, вот вы как бы с травмой с какой-то, вы тем не менее адаптировались, вы как-то ее скомпенсировали, эту травму, вы научились как-то жить. Вы, несмотря на эту травму, я надеюсь,
успешные, что-то добиваетесь, создаете семьи, ходите на работу, ну, в общем, как-то живете, несмотря на, правда, при этом у вас еще есть РПП, но это как бы нюансы. Вот, и вы как-то живете, вы эту травму как-то скомпенсировали. Но вот это ощущение, что меня окружают не друзья, и мир в любой момент может преподнести мне какую-то пакость, какую-то гадость в виде болезни, в виде несчастья, в виде войны, в виде еще чего-то. И это правда так. Но сейчас вот важно посмотреть, если вы не посмотрели, пересмотреть мое видео про психическую реальность. Вот сейчас дам ссылку на видео про психическую реальность. Потому что мир на самом деле разный. Он и хороший, и плохой. В нем есть что-то, что заботится о вас, и что-то, что может вам навредить. Но в чем проблема, когда у вас травма? Наш мозг так устроен, что он генерализует. То есть, если я не так скажу, если однажды я столкнулся со злом, значит мир весь злой. Если я столкнулся с предательством, значит меня окружают люди вообще, то есть мир вообще злой и жестокий, люди вообще предатели. Если я столкнулся с подлостью, то люди подлые. То есть происходит генерализация, и это не какая-то такая ваша особенность. У нас так работает мозг, потому что ему так проще. Мозг создает такую так называемую общую правду. Например, зимой холодно. Мы все знаем, что зимой холодно. Если вас спросить, зимой как, температура какая, вы скажете, зимой холодно. Но, хорошо, а что за зима? А зима в каких вообще широтах? Может, это зима на экваторе? Может, это зима в южном полушарии вообще? Может быть, это какая-то такая зима, которая там в тропиках, и там не холодно, а мокро, дожди идут, может быть, вообще в это время. То есть куча нюансов, но мы точно знаем, что зимой холодно, то есть в декабре холодно, это нормально. Но нет, если это декабрь в Австралии. Наш мозг так работает, что он постоянно делает выводы обо всем мире. И в этом проблема с травмой, потому что, как я сказала, если вы столкнулись со злом, все, с этого момента, ну ладно, не с этого момента, в течение каких-то там месяцев после этого момента вы оказываетесь в мире, населенном злыми, жестокими и опасными людьми. И сам мир становится враждебным по отношению к вам, потому что однажды он причинил вам зло. Этого оказывается достаточно. И, конечно, чем мощнее, чем массивнее это зло, тем более генеральным будет вывод, тем более всеобщим будет вывод о том, что мир вообще такой. Ну хорошо, казалось бы, да? Мир враждебен, окей, зимой холодно, но мир и правда не населен, как я всегда говорю, розовыми единорогами. Но это правда так. В чем проблема-то, что вы там такой осторожный, что вы все знаете, что вы там подстилаете соломки? Проблема есть, потому что жить во враждебном мире, жить в мире, который все время хочет или может каждую секунду причинить вам какое-то зло, во-первых, неприятно. Нам некомфортно быть среди врагов. Почему нам некомфортно быть среди врагов? Потому что это небезопасно. Когда мы живем во враждебном мире, когда мы живем во враждебной среде, мы чувствуем постоянную небезопасность. Что значит чувствовать небезопасность? Это значит, что системы опасности в мозге все время активированы. Это значит, что вы постоянно мониторите среду вокруг вас. Это значит, что вы постоянно оцениваете поведение, выражение лица, взгляд, телодвижение других людей. Значит, вы мониторите погоду, ждете, не будет ли цунами, еще что-то. И это само по себе как бы неплохо, не считая того, что постоянное нахождение в страхе поднимает ваш уровень кортизола, разрушает вашу иммунную систему, разрушает ваш организм, вы не можете спать, у вас из-за этого тревожность и у вас из-за этого РПП. Как бы вот, собственно, все.
Потому что когда вы в опасности, вам надо как-то регулировать свои эмоции, как-то успокаиваться, как-то снимать это внутреннее напряжение. И РПП для этого подходит идеально. Для чего еще идеально подходит РПП? И не так скажу. В чем еще проблема с тем, чтобы жить во враждебном мире? Кроме того, что вы постоянно находитесь в системе опасности, и это вас истощает и физически, и эмоционально, и психологически, и это делает вас нервным, это делает вас тревожным, это делает вас невротиком. Еще есть одна проблема в том, что происходит то, что называется разворот на себя. У нас есть такой вид психологической защиты – контроль. Когда мир враждебен, я ничего не могу с этим сделать. Я играю пассивную роль. Люди и мир могут сделать со мной все, что угодно. Это не зависит от меня, это зависит от них. И человек, пытаясь защититься, разворачивает это на себя. И вот это вот, знаете, как вот этот разворот на себя, то есть мир-то плохой, но это потому что я плохой. Это я убогий, это я жалкий. Мир меня не любит, но это потому что меня невозможно любить. Это потому что я так создан, что меня невозможно любить. И тогда вы как бы из пассивного субъекта становитесь активным субъектом. То есть уже как будто контроль принадлежит вам. Да, вы жалкий, убогий, вас невозможно любить, но в принципе вы как бы можете с этим что-то сделать. Это уже зависит от вас, потому что это не столько уже про мир и про других людей, сколько уже это про вас, про то, какой вы. Мир враждебен, потому что я убогий. Люди злые, потому что я ничего другого и не заслуживаю. И вот это еще одно такое последствие как бы вот этого ощущения враждебности мира, что рано или поздно, особенно так, если вы такой человек, как человек с РПП, который в принципе склонен к тому, чтобы разворачивать агрессию на себя, если вы такой человек, то рано или поздно это произойдет, и рано или поздно вы возненавидите себя, и вы будете чувствовать вот эта постоянная опасность, не просто постоянная опасность, знаете, как вот в анорексии. Они на меня смотрят, они меня осуждают, они меня ненавидят, они видят, какой я жалкий, они думают, что я убогий. И вот в этом вы живете в постоянном ощущении, что все вокруг как бы, да, смотрят на вас и думают: фу, какой он мерзкий, какой он противный и отвратительный. Практически то же самое, нет, не то же самое. В булимии немножко другая история. В булимии там другой страх. Там страх, они вот-вот поймут. То есть если в анорексии они смотрят на меня и видят, какой я убогий, то в булимии они вот-вот поймут, какая я на самом деле. И вот тогда мне будет очень стыдно, это будет ужасно, это будет какая-то катастрофа. Они вот-вот поймут. Они тоже смотрят на меня. Они пока не понимают, потому что я тут изо всех сил что-то изображаю, но они вот-вот поймут. А у людей с компульсивным перееданием, это я вообще отвлеклась, я про другое говорила, но неважно. У людей с компульсивным перееданием, у них другой как бы страх вот в этом ощущении враждебности. Их страх – это люди причинят мне зло. Они сейчас меня увидят, и как только они меня увидят, они сразу причинят мне какое-то зло. Потому что травмы разные. То есть у анорексиков это отвержение. В основном, не всегда. Это я говорю там, ну, скажем так, у большинства анорексиков. Травмы – это отвержение. Либо, как я сказала, анорексики просто очень напуганы миром и уверены, что мир их отвергнет, и что они с ним не справятся вообще с жизнью. Булимики – это критика, это уничижение, обесценивание, что-то в этом роде, поэтому они все время думают, что люди вот-вот их разоблачат. И синдром самозванца есть у всех, и у людей без РПП, но у булимика это вообще каждый первый с синдромом самозванца живет. Вот. А было ли у меня видео про... Мне кажется, у меня было видео про синдром самозванца. Или я только собиралась его снять. Мне кажется, было. Посмотрю. Если есть, дам ссылку. Вот. А люди с компульсивным перееданием, это же люди, которые больше всего сталкивались, ну ладно, не больше всего, но много сталкивались с насилием, с физическим насилием, с очень грубым насилием, и они, конечно, ждут вот этого зла.
И чтобы чувствовать, чтобы немножко снять этот страх и снять это напряжение, когда люди смотрят на меня и думают: фу, я сам себе говорю: да, я фу, я ужасный, но я могу с этим что-то сделать. По крайней мере, я могу очень-очень постараться. И люди с РПП вот в этом и живут. Они все время стараются быть кем-то, кто не вызовет эту враждебность мира и враждебность от людей. Жить в этом тяжело. Жить в этом тяжело, потому что вы ненавидите себя, вы презираете себя, вы о себе вообще невысокого мнения, вы ждете постоянной гадости, постоянного подвоха, постоянных проблем от мира и от людей, это вас истощает, вы живете в мире, в котором вам жить опасно. Опасно значит страшно, страшно значит на зубах значит через РПП и с его помощью. Вот. То есть еще раз посмотрите, пожалуйста, видео про психическую реальность. Там я как бы много говорю о том, как это вообще работает. Для того, чтобы понять, что я скажу сейчас. Психическую реальность, если вы живете во враждебном мире, вам нужно менять вашу психическую реальность. Как ее поменять? Спрашивается. Мир действительно не сделан из лепестков роз. Он действительно всякий. В нем действительно происходит много плохого. Но чтобы изменить психическую реальность, вы должны начать замечать и другую сторону. То есть не только плохое, но и хорошее. Продолжайте замечать плохое. Тут проблема просто в том, что когда, понимаете, вот когда вы видите только плохое, то у вас как будто вообще нет спасения, то есть нет выхода. Единственное, что вы можете, это обвинить себя и пребывать в этой иллюзии, что хотя снаружи одни саблезубые тигры, ну у меня как бы, я же могу измениться, значит я могу найти какую-то рогатину и этой рогатиной защищаться. То есть вот сейчас стану идеальной, и все, и ни один саблезубый тигр на меня не нападет, потому что моя рогатина, то есть моя идеальность, это моя рогатина. И я буду, значит, от этого тигра, если он на меня сунется, а скорее всего он меня даже не захочет. Такую распрекрасную идеальную есть этот саблезубый тигр и сразу влюбится в меня и подумает: боже, какая же она чудесная, прямо вот вообще есть ее не хочу. Проблема в том, что когда вы эту рогатину находите, вы начинаете себя ее тыкать, а вовсе никаких не тигров. То есть это как бы схема понятная, но она не работает. Так вот, что делать, чтобы изменить свою психическую реальность не деструктивным способом, где это вы плохие, а конструктивным способом? И здесь, как я сказала, сначала скажу про практику благодарности. Есть такой метод, который часто предлагают психологи, это практика благодарности. То есть для того, чтобы не чувствовать, что мир враждебный, а чувствовать что-то еще, надо начать испытывать благодарность. Вот благодарность миру за то, что он такой чудесный, за то, что солнце светит, за то, что кто-то мне на улице улыбнулся, прям благодарность. И психологи часто предлагают вести дневник благодарности. Это когда вы вечером приходите домой, открываете тетрадку и начинаете записывать: благодарю сегодня я благодарна за то, что кофе в кофейне был вкусный. Я благодарна за то, что автобус пришел вовремя. Я благодарна своему коллеге. Я благодарна своему коллеге за то, что он мне помог и ответил на мой вопрос. И вот, значит, вы ведете этот дневник благодарности, каждый день записываете, и постепенно вы понимаете, какой мир чудесный. В чем проблема с этой историей? Во-первых, это надоедает. Кому-то это помогает, для кого-то это работает. Но, во-первых, это довольно быстро надоедает, а во-вторых, люди чувствуют какую-то фальшь. неблагодарны они этому автобусу за то, что он пришел вовремя. Неблагодарна я за то, что кофе был вкусный. Кофе как кофе вообще. Ничего в нем особенного не было. Не чувствую я никакой благодарности. Поэтому у кого-то, конечно, работает, а у кого-то вот эта благодарность становится таким как бы
вымученной какой-то, ну давай, ну чувствую уже благодарность, ну чувствую уже благодарность, а она вот все не чувствуется и не чувствуется. И Екатерина Сокальская предложила гениальную практику, которая тоже про благодарность, но работает она совершенно по-другому. Значит, как она работает? Суть этой практики в том, чтобы не благодарить мир за то, какой он чудесный, а просто оценить его вклад в вашу жизнь. Оценить вклад мира в вашу жизнь. Что имеется в виду? Вот я, например, сижу на диване. Ну, это такой не супер новый диван, но он достаточно мягкий. И дело даже не в том, что я благодарна дивану. Дело в том, что его кто-то сделал. Этот диван кто-то сделал. Какие-то люди нарисовали проект этого дивана, они его придумали. Они работали на какой-то мебельной фабрике. Там была куча людей на этой мебельной фабрике. И были другие люди, которые сделали эту ткань. И они ее покрасили. И люди из мебельной фабрики, они эту ткань нашли, они ее купили, они ее привезли. Кто-то вез, кто-то рулил этой машиной. Потом они сделали этот диван. Потом кто-то привез этот диван в магазин, кто-то его собрал. Потом кто-то его мне продал. Потом кто-то привез его сюда, поставил этот диван, и вот я на нем сижу, и мне комфортно. И все эти люди, 1000 человек, работали над тем, чтобы у меня был диван. И неважно, насколько этот диван идеальный или не идеальный, но благодаря всем этим людям я не сижу на полу. Я бы сидела на полу, я бы не сделала себе диван. Я бы сидела на полу. И кто-то построил этот дом, в котором я сейчас живу. И да, конечно, эту квартиру пришлось купить. Мне никто ее просто так не дал. Я заплатила за нее деньги. Но я бы не могла жить в шалаше из денег. Мне бы не понравилось. Мне нравится эта квартира. Мне нравится, что в ней вот кто-то придумал подвести трубы, чтобы у меня была горячая вода, кто-то придумал, чтобы у меня была плита, кто-то изобрел эту плиту, кто-то ее сделал, кто-то ее привез, кто-то ее, понимаете ли, установил. И как-то вот это все, и лампочки кто-то сделал, вот они, изобрел их Эдисон, чтобы они светились, и мне светло благодаря этому. То есть я бы сейчас сидела в лесу. Если бы не все эти люди, эти тысячи, эти сотни тысяч человек, если бы они не тратили свое время, если бы они не тратили свои силы на то, чтобы у меня был дом. Я только что сейчас отпила чай. Вы представляете, что такое чай? Кто-то посадил этот чай, за ним кто-то ухаживал. Потом его кто-то собирал, потом его кто-то сушил, потом его кто-то вез, потом его кто-то упаковывал в красивые коробочки, потом его везли дальше, потом его мне продали. Потом кто-то сделал чайник, чтобы я могла его заварить, этот чай. Кто-то сделал электрический чайник, чтобы я могла вскипятить воду. Кто-то сделал этот телефон, на который я сейчас снимаю это видео. Кто-то додумался до такого, изобрел телефон, кто-то изобрел интернет, кто-то создал YouTube, кто-то это все сделал. Это сделал мир. И он сделал это для нас. Я ничего не делала этого. Я не шила свою одежду. Я не мешала краску для волос из гуталина для того, чтобы покрасить волосы. Я ничего этого не делала. Если бы не все эти люди, я бы сейчас сидела в лесу под кустом с саблезубыми тиграми. И вот это все, вся моя жизнь создана руками каких-то других людей. И это факт, это научный медицинский факт. И неважно, насколько мне эта рубашечка нравится. Главное, что она у меня есть, и ее кто-то сшил. И это была не я. И кто-то сделал это для меня. Да, конечно, они за это получили зарплату. Понятное дело, я тоже делаю что-то для этого мира, за что получаю зарплату. И это прекрасно, потому что они делают для меня, а я делаю для них. И это и есть вклад мира в мою жизнь. И практика заключается вот в чем.
Гениальная, как я сказала, практика. Когда вы садитесь утром пить чай или кофе, подумайте обо всех этих людях. Подумайте обо всех этих людях, которые сделали для вас этот чай, которые сделали для вас это кофе, чтобы он у вас был. Когда вы сидите в телефоне, подумайте обо всех этих людях, которые там думали, не спали, переживали, мечтали, хотели, чтобы у вас это было. И вот теперь у вас это есть. И если вы действительно начнете думать об этих людях и будете думать каждый день, по чуть-чуть, в разных ситуациях, и будете думать, черт возьми, это же кто-то сделал, это же кто-то покрасил, это же кто-то привез, это же кто-то поставил, это же кто-то собрал, и вот теперь у меня это есть. Вот когда вы начнете об этом думать, вы начнете чувствовать благодарность, настоящую благодарность. Постепенно вы начнете чувствовать благодарность к миру, который играет огромную роль в вашей жизни, и не только плохую, а большую часть времени как раз-таки хорошую. И да, солнце светит, и да, птицы поют, и да, цветы цветут, и их кто-то посадил, чтобы вам было красиво. И кто-то положил этот тротуар, и этот бордюр, и не важно, что он кривой, зато вы не идете по грязи. Вы все равно идете, и вы можете надеть свои красивые туфли, и вам не нужны галоши, потому что кто-то это сделал. И это вклад мира в вашу жизнь. Когда вы начнете об этом думать, вы начнете испытывать незаметно для себя, вы начнете испытывать такую, знаете, благодарность, смешанную с интересом. И вы подумаете, да блин, неплохо в конце концов. Ну неплохо. Ну хорошо, что это есть. И в этот момент ваше внимание расфокусируется. Оно будет не только на плохом, оно будет и на хорошем тоже. Ваше внимание расфокусируется. Фокус внимания не то чтобы уйдет с плохого и переключится на хорошее, потому что, как я уже сказала, мир разный, и плохое в нем тоже есть. Но ваше внимание расфокусируется, и вы начнете замечать, что есть хорошее и есть плохое. И есть добрые люди, и есть злые, и есть умные, и есть глупые, и есть те, кто смотрит на вас враждебно, а есть те, кто смотрит на вас с любовью. И когда ваше внимание расфокусируется, вот здесь начнется еще и проработка травм дополнительно, которые порождены, точнее нет, проработка тех последствий, которые сформировались в вашей психике в результате травм. Вот такая практика у меня для вас сегодня. Собственно, все, что я хотела сказать про враждебность мира. Да, главную фразу-то не сказала. Как только ваше внимание расфокусируется, вы начнете замечать хорошее, мир перестанет быть враждебным. Он станет всяким, и хорошего в нем будет очень много. Прямо очень много. И это совсем другая история. И тогда не нужно быть все время настороже и все время чего-то бояться, потому что есть сотни тысяч людей в этом мире, которые каждый день заботятся о вас. Они вас не знают, но они о вас заботятся. Их жизнь такова, что параллельно решая собственные проблемы, зарабатывая деньги для своих семей, они еще и заботятся о вас. И это здорово. Собственно, все, что я хотела сказать о враждебном мире и о том, что с ним делать. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на этот канал, если вы еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Я знаю, что не все люди, подписанные на мой канал, получают уведомления. Мне об этом пишут, говорят, почему не было уведомлений? Но это вообще не от меня зависит. Это делает YouTube без меня. Подписывайтесь на Рутюб тоже, если вы меня там смотрите. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Не забудьте, что в телеграм-канале есть чат, в котором люди, выздоравливающие от расстройств пищевого поведения, могут общаться и получать поддержку. Собственно, все. Ищите меня в социальных сетях, если я вам нужна. Пока.